Уважаемые зрители, уважаемые гости музея-заповедника острова Кижи, мы находимся с вами у одного из самых старейших памятников деревянного зодчества, храмовой архитектуры, у церкви Воскрешения Лазаря. Инока, прибывшего сюда первоначально из Византии в Новгород, из Новгорода сюда, в Северный край, именно в тот период времени, когда сюда проникают первые путепроходцы, землепроходцы, купцы, охотники, и с которыми совместно также проникают сюда и первые миссионеры, которые несли сюда веру христианскую, основывали вдоль вот этих вот водных путей первые христианские монастыри, одним из которых и явился как раз Муромский монастырь и вот эта вот небольшая церковь, посвященная как раз Лазарю. Стоит отметить, что строилась эта церковь еще в тот период времени, когда постройки были простыми, и красота их передавалась также простыми формами. Называется и относится эта церковь к клетским по типу церквям. Клеть — это вот такой вот прямоугольный сруб, несколько квадратный в плане, как вы видите, уважаемые гости. Их три. На востоке вы видите небольшой алтарь, за ним, собственно, церковное помещение или кафаликон, и такие вот сени, выполненные в заборно-дощатым способом. Разновеликие срубы как раз и придают тот небывалый силуэт постройки и как раз и свидетельствуют о тех временах, когда первые церкви, первые монастыри еще маленькие, очень скромные, но все же напоминали те памятники, которые привносили сюда миссионерами, помнящих о великих церквях Великого Новгорода. И как раз вот эти вот маленькие части, покрытые двускатными крышами, как раз и говорят вот о том величии. Маленькие волоковые окна, свесы на как раз тесинах кровли, несомненно оживляющие красоту церкви и как раз свидетельствуют о той красоте, которая была в душе у тех плотников, которые в далекие времена простыми топорами и веревками воздвигали прекрасные церкви. И если это самое начало развития деревянного зодчества, то не случайно и была поставлена эта церковь на именно этом самом месте, чтобы мы, буквально сделав несколько шагов, могли увидеть, чего смогли достичь зодчие своим трудом и любовью. Стоит отметить, что, к сожалению, датировка церкви в течение 20 века изменялась несколько раз, начиная с 14 по 16 век. И, конечно же, о датировках свидетельствует огромное количество всеразличных архитектурных приемов, о которых мы с вами попросим рассказать нам специалиста реставрационного центра, главу реставрационного центра Андрея Львовича Ковальчука. Добрый день. Ну вот мы находимся внутри церкви Воскрешения Лазаря. Кроме большой исторической ценности, она представляет интерес архитектурный, потому что, так как она является одним из древнейших памятников в России, поэтому многие приемы в ней, которые использовались уже несколько столетий, не используют. На срубе мы видим нижнюю притеску, то есть сейчас и последние столетия существует верхняя притеска. Здесь мы видим не верхнее бревно притесано к нижнему, а наоборот нижнее к верхнему. Дальше проходим в церковь. У нас довольно массивная дверь с такими массивными красивыми косяками, но дверь маленькая и узкая. Почему? Потому что она сделана не на железных петлях жаковинах, а она сделана на пятах, то есть и крепится, и поворачивается она посредством деревянных узлов. Вот мы видим сверху деревянная пяточка и снизу деревянная пяточка, и она может и открываться, и закрываться без металла. Далее заходим внутрь. Здесь у нас во всей церкви только одно окошко, выходящее на юг, на более светлую часть света. С другой стороны у нас такие архаичные волоковые окна, задергушечки, только чтобы давали немного света. И когда они закрыты, они полностью закрывают у нас солнечный поток. Это алтарная стена. Сейчас иконы
от нее находится у нас на экспозиции в Покровской церкви. Вот. И мы можем наблюдать в алтаре у нас на крыше слеги, врубленные в каждом венце, что довольно на сегодняшний момент тоже нетипично. То есть сейчас слеги врубают довольно редко, и это такой как бы историческое воспоминание о том, что когда крыши были не деревянные, а земляные, то есть приходилось слеги врубать в каждом венце, чтобы сверху покрыть дерном. Мы видим, стены отесаны у нас только в алтаре. Вот повал существует такой небольшой, все маленькое. Ну, вся церковь, ну, здесь молились буквально несколько монахов. Немного вот полочки встроены, скамейка встроена. То есть максимально использовалась сруб, то есть сруб являлся как бы частью интерьера. Еще один интересный такой момент – соединение стены на деревянной шпуге или шпонке. То есть для большей прочности обычно сейчас ставятся нагеля или коксы, но вот здесь такое решение, то есть сначала была срублена стенка и сверху забита вот такая шпонка. То есть вся церковь, она вот как экскурс в такую древнюю, глубокую историю плотницкого искусства. Ну, на этом наша небольшая экскурсия по церкви закончена. До свидания, до новых встреч. Ждем вас на острове.